Привет всем, с вами канал Мы из Краснодара, меня зовут Кирюха. Сегодняшнее видео будет посвящено смартфонам. Уверен, что у каждого из вас есть такой аппарат. И я вам скажу то, что смартфон — это та вещь, которую вы держите в руках в своей жизни больше всего. Вы ее ощущаете в своих руках чаще, чем трусы свои любимые или носки. Любимый человек, дети, кто угодно или что угодно. Смартфон — это самый лучший ваш друг. Вот такая вот сейчас пошла тенденция на эти смартфоны. Соцсети, друзья, общение, видеообращения и так далее, и так далее. Так вот, как же выбрать смартфон? Очень часто мы просто приходим в магазин и нам тупо втюхивают, да ведь? Тот аппарат, который даже, наверное, нам не хотелось бы такое. Мы хотели, может быть, другой на самом деле. И потом вот мы пользуемся, и мы говорим: вот, блин, надо было мне купить вот такой. А как сделать так, чтобы вы купили себе аппарат, не понимая в них вообще абсолютно ничего, но тот, который вам нужен? Меня очень часто спрашивают: Кирилл, помоги, пожалуйста, выбрать телефон. Хотя люди находятся в другом конце вообще страны, можно сказать. И я онлайн выбираю телефон, и люди приходят и даже не глядя его покупают, и потом только благодарны. Как же у меня это получается? Сейчас я вам это все покажу. Итак, первым пунктом для выбора нашего смартфона будет являться покупательская способность. Но это лично мое мнение, и на мой взгляд это самый важный фактор при выборе. У кого-то позволяют деньги взять премиальный класс, у кого-то самый бюджетный вариант. Мы с вами рассмотрим золотую середину, так скажем. Золотая середина является это примерно 12-17 тысяч рублей. Для детей обычно берут там 7-10 рублей, вот как-то так. Давайте 12-17. Заходим в смартфоны. Кстати, я на сайте DNS нахожусь, это не реклама никакая, просто на нем удобнее работать, здесь больше выбора, скидок и всего-всего. Поэтому я взял его. Можете взять CityLink, любой там другой там видео сайт, примерно такие же там будут возможности этого сайта. Вот так. Заходим в смартфоны. Здесь еще раз смартфона. Смотрите, 618 телефонов продается на сайте. И из них нам надо выбрать один, максимум два. Нам понадобится вот этот вот левый столбец. Выбираем, естественно, в наличии. Под заказ сегодня. 3 дня подождать можем. Я думаю, можем подождать, да, ради какой-то хорошей трубки. Рейтинг я вообще не рассматриваю, потому что, как правило, он очень часто накрученный. Надежные модели, минимум обращения в сервис, тоже все это ерунда. Есть обзор, обзор, не знаю, не столь важно. Бывает модель хорошая, а к ней обзора нету. Вот цена, да, давайте 12 тысяч рублей, 17 тысяч рублей, нажмем, сразу же отфильтруем. Акции, не акции, они сами подтянутся, в любом случае они у нас будут, можно их не выбирать. Вот производитель, это важно. Нажимаем показать все. Значит, смотрите, за эти деньги мы не купим с вами ни айфонов, ничего такого подобного. Да и мне, честно говоря, айфоны не очень нравятся. Asus делают хорошие ноутбуки, но по факту телефоны штопают, как не знаю, горячие пирожки, и к ним аксессуаров не найти, ни стекол, ни чехлов, ни чего остального. Aya, Black Fox, Blackview, BQ, Cat, Dex, Дуги вообще не рассматриваю. Фирмы, большинство из них чуть ли не очень китайские, прямо, знаете, со всей силы. И тоже к ним аксессуары будете заказывать где-нибудь на Алиэкспрессе, потому что так в магазинах их не найти. Honor, Huawei, классные фирмы. Всю жизнь я на них сидел, прямо и моя семья вся пользовались этими аппаратами. Но сейчас они находятся под американским эмбарго, и в них нету платформы Google Play. Это то место, где вы будете скачивать игры, приложения. Вместо этого там стоит App Gallery. Она в разы меньше по объему. И если, например, вы пользовались каким-то приложением или какой-то игрушкой с Google Play,
и взяли себе Honor или Huawei, прямо суперский какой-нибудь аппарат, но он с App Gallery, и там не будет этого приложения, вам придется с бубнами скакать там и выдумывать велосипед, как же все-таки закачать то самое приложение. Ну, так себе занятие, я думаю, мы не будем рисковать. Ну и дальше пошли снова там Infinix, Inoi, Intel, Motorola, Nokia, Oppo, Poco, Realme. Ну, Realme более-менее еще, но я тоже них не особо любитель. Samsung классно делают. Хорошее качество сборки, шикардосные у них идут аксессуары, характеристики замечательные, и по сервису они тоже молодцы. TCL, Tecno, Vivo, все это тоже шляпа. Xiaomi классная штука, вот, тоже их рассмотрим. Xiaomi вообще на рынке уже зарекомендовали себя как очень качественный бренд. Хоть и китайцы прямо, но они молодцы. Следующее, год релиза не важно, потому что бывает и 5-летней давности телефоны работают идеально. Объем встроенной памяти, это важно. Для примера, я снимаю видеоролики постоянно, видеоархив семейный для YouTube. Кстати, вы подписались на мой канал, нет, в YouTube? Обязательно нажмите кнопочку колокольчик там и все остальное, я буду очень вам благодарен. Так вот, 64 гигабайта вот у меня сейчас, и мне их в принципе хватает. Ну, если было бы больше, я был бы только рад. Если же вы видео, фото не будете снимать, ну, можно взять и меньше. Но я давайте нажму 64 и 128 выберу. Объем оперативной памяти. Это очень важный показатель. Это количество приложений, которое открыто одновременно. Например, вы сидите, играете в какую-нибудь игру, и тут вам кто-то написал, например, на почту, вы игру свернули, открыли почтовый ящик, посмотрели, потом, ага, надо связаться будет по WhatsApp еще с кем-то, нажали свернуть, открыли WhatsApp, и еще по кому-то надо было позвонить, и у вас вот эти все приложения открыты, да, и вот оперативная память, она распределяется равномерно вот по этим приложениям. Плюс еще сама операционная система, она будет тоже потреблять какое-то количество ее. Поэтому минимум 4 мы рассматриваем, а в идеале, конечно, 6 или 8. Ну, 8 за эти деньги вряд ли у нас получится. NFC. Шикарная вещь. Это бесконтактная оплата. И плюс еще у вас появится отпечаток пальца, возможности входа по отпечатку пальцев. Ну, это вот здесь, видите, вот такая штучка. Не надо никакой пароль вводить, а просто пальчиком сделали, и у вас разблокировался ваш аппарат. И плюсом еще NFC что дает? Вы можете взять банковские карточки, свои кредитные карты, привязать их к своему телефону. И к любому терминалу подходя, включаете NFC, подносите свой аппарат, и у вас снимаются денежные средства в том количестве, в котором должны. Но бывают мошенники, которые ходят по городу с терминалами, с мобильными, особенно в автобусах это происходит. Человек забыл выключить NFC или даже вообще никогда ее не выключал, она всегда у него включена. И где-нибудь в толкучке соединяется буквально там соприкосновением с вашим аппаратом, и денежки ваши снялись, а у вас телефон лежит вообще в кармане, и вы даже об этом не заметили, что ваши деньги сняты. Надо поэтому пользоваться ей аккуратно. Включили, выключили в нужный момент. Ну, она у нас пускай будет. Емкость аккумулятора. Все мы хотим, чтобы наш аппарат работал без устали. День-два. Многие кричат, у меня неделю работает телефон. Ну, я не знаю таких аппаратов, которые будут неделю работать. Я ставлю себе задачу, чтобы с утра ты ушел с заряженным телефоном, и вечером ты, когда приходишь домой, у тебя еще был заряд, и ты только перед сном поставил его на зарядку. Ну вот на сутки, чтобы хватало. А в идеале, конечно, на 2. Значит, если мы собираемся с вами играть в игры, смотреть видео непрерывно, там фильм или что-то еще, то надо, конечно, больше 5000 мАh. Если же вы занимаетесь просто интернет-серфингом, разговорами телефона или там WhatsApp, максимум что-то такое делаете, то можно взять и меньше. Ну, лучше пускай будет больше, чем меньше, да, ведь поэтому я рассматриваю от 4000 и выше. От 4000 и дальше до упора пускай идет. Операционная система, естественно, у нас будет Android, как я и рассказывал до этого. Модельки мы с вами не рассматриваем, пускай нам сайт сам предложит. Диагональ. Ну вот у меня аппарат, он идет 6,5 дюймов. Идеальный по размеру, идеальный просто. И чем хорош? Тем, что зрение не портится. Многие говорят, я хочу маленький аппарат, чтобы он у меня в кармашке лежал, там не оттягивал. Ребят, ну блин, вы столько времени проводите с этим смартфоном, ну неужели вам не жалко свои глаза?
Давайте будем брать от 6 дюймов. Да, ведь? Следующее. Это мы проехали, вернулись почему-то сюда. Так, поддержка 4G. Ну, естественно, 4G уже будет. 4G это высокоскоростной интернет. Сейчас уже 5G запускается, а в Японии, говорят, и 6G уже есть. Ну, пускай будет, он по умолчанию в любом случае будет. Количество ядер. Очень важный фактор. Меня часто спрашивают, а что такое ядра вообще и как вот понимать их? На пальцах объясни. Объясняю вам на пальцах. Либо работает на одном объекте 4 таджика, либо у нас работает потом 6 таджиков, либо это будет 8 таджиков. Кто быстрее закончит работу на этом объекте? Ну, естественно, 8 таджиков закончат быстрее, да? Ну и поэтому давайте брать 8. Будем идти в ногу со временем. Количество сим-карт. Количество сим-карт, естественно, мы возьмем 2. Пускай будет лучше 2, чем мы не сможем вторую засунуть. Несмотря на то, что пользуетесь вы всего одной. Потому что второй слот оставшейся симки, вы можете туда вставить карту памяти, купив ее перед этим, естественно, и у вас увеличится объем вашей памяти внутри, и вы сможете снимать больше видеороликов, больше фотографий делать. 2 сим-карты. Применяем. У нас с вами получилось много телефонов, аж 2 страницы. Как из этого выбрать? Сейчас я вам еще раз расскажу. Есть еще все фильтры дополнительные, заходим в них, ничего сложного. Здесь вот видите, мы уже с вами отбирали что-то, и нам надо сейчас дальше листаем. Это мы с вами все делали. Технологии изготовления экрана, не задумывайтесь пока об этом. У вас экран будет хороший. Разрешение экрана мы до этого дойдем. Степень защиты IP. За эти деньги у нас с вами степеней защиты максимум будет только пылезащищенность. Частота процессора, это все нам не надо. Датчики, графический ускоритель. Просто не забивайте себе этим голову. Модель процессора. Вот это вот всех людей пугает, и у них голова начинает лопаться. Они не знают, как вы же выбрать им тот самый аппарат. И в результате идут в магазин и им втюхивают какую-то ненужную модель. Вот, количество мегапикселей. Вы же, наверное, будете снимать видео, фото, да, отсылать своим близким там, по WhatsApp там, или в соцсетях выкладывать, да или просто делать какой-то семейный архив. Поэтому хочется, наверное, чтобы ваш аппарат делал это в максимальном качестве, чтобы спустя сколько-то лет вы смотрели и не ужасались, такие, фу, какая была камера ужасная, а все-таки смотрели с удовольствием. Поэтому давайте рассматривать количество мегапикселей основной камеры, это вот эта вот камера, да, которую вы снимаете постоянно. Будем рассматривать максимальное, ну это 20 плюс, вот так вот. Количество основных камер пускай будет тоже максимум. 4 штуки. Расскажу потом, зачем они все нужны. Оптическая стабилизация, у нас ее не будет за эти деньги. Это вот когда я снимаю, бывает вот тряска идет, и вы, наверное, замечаете такую тряску, это на экране. Так вот, у меня нет оптической стабилизации. Но я очень хочу. Ну, потом заработаю денег, $1 000 000 США, и у меня будет оптическая стабилизация и все остальное. Формат видеосъемки тоже не забиваем себе голову. Следующая пошла фронтальная камера. Фронтальная камера это вот это, для селфи. Когда вы себя снимаете красивого. Вот. И она должна быть по мегапикселям. Гораздо интереснее тоже, чем предыдущие ваши модели телефонов или смартфонов, которые у вас были. Прошу прощения, тут со всех сторон что-то пиликают мне, я уберу звук. Ставим от 5. 5 мегапикселей это в принципе более или менее. Пускай будет так. Стереодинамики. Ребят, слушайте, ну это, наверное, не такой показатель важный. Вы же, наверное, не часто слушаете на громкой связи там музычку какую-нибудь там, да? Ну нет. Поэтому, если будет, то будет хорошо, а если нет, ну, на нет спроса нет. NFC мы уже сделали. ИК-порт. Штука, в общем-то, интересная. Но ей вы будете пользоваться крайне редко. Она сейчас нужна только лишь для того, чтобы можно было переключать каналы на телевизоре. Ну, все. Или там переносить информацию, фотографии или там песенку какую-нибудь. Это уже прошлый век. Сейчас все по Bluetooth это делается. Или через интернет. Поэтому, если будет, то будет. Не будет, пошло нафиг. Бесконтактная технология оплаты. Это вот то, что мы возвращаемся к NFC. Помните, я вам рассказывал про мошенников и все остальное. Это Google Pay, так называемый. Вот в Google Pay у вас будет подгружаться ваши карточки. Включая, кстати, скидочные карты тоже. Пускай она будет.
Система навигации однозначно у вас будет, не переживайте. Стандарты Wi-Fi, не забивайте себе голову этим. Интерфейсы и всякое такое. Вот разъем для наушников, интересная штука. Это какого, будет ли он вообще, во-первых, в телефоне. Сейчас бывают телефоны, в которых нет выхода для наушников. Меня это очень пугает. Потому что типа все блютусные берите наушники. Ну, не знаю. Я считаю, что блютусные можно потерять. А проводной как-то так это все, как в Советском Союзе. Вот он есть такой штекер, и он всегда может пригодиться вам. Можно любые наушники взять, другие подключить. Пускай он будет. Поддержка OTG — это флешку воткнуть в телефон, неважно. MHL — это тоже соединение с телевизором, тоже не забивайте себе голову. Биометрические защиты, все это тоже, наверное, ни к чему. Комплектация у вас будет, понятно, что и зарядное устройство будет, и провод для соединения будет, и документация, и картонная коробка тоже будет. Все это будет, можно даже не нажимать. Здесь мы с вами батарейку нажали. О, время разговора в часах. Это вообще вилами на воде написанное, вот такой показатель. Не верьте ему никогда, потому что какие приложения у вас еще открыты в фоновом режиме, все это тоже подтягивает батарейку, подсасывает. И поэтому этот показатель, он очень сильно варьируется. Не задумывайтесь. Съемный аккумулятор, он будет по-любому не съемный, у вас будет монолитный телефон. Поддержка беспроводной зарядки, за эти деньги у нас ее не будет. Это такой блинчик, кладется подсоединенный к розетке, и вы просто телефон кладете, ничего не втыкая в телефон, и у вас он начинает заряжаться. Но за эти деньги этого не будет. Поддержка быстрой зарядки, но если будет, то будет хорошо. Но обычно она по умолчанию сейчас вот уже идет. Вес, высота и все остальное, нам это все не надо. Нажимаем «Применить». И у нас получилось с самого верха. Вот так вот идет. Вроде бы много, да, но уже одна страница. По факту, значит, смотрите. У нас всего 3 модели. Это Samsung Galaxy A12 на 64 гигабайта. Он в разных цветах идет. В разных цветах. Все это идет, видите, A12, 64 гигабайта. Дальше пошел Xiaomi Redmi 9T на 64 гигабайта. Тоже он вот в одном цвете всего. Потом пошел Samsung A12, то, что мы видели с вами наверху, но уже 128 гигабайт. Ценник уже повыше. Тоже идет в разных цветах. И далее пошел Redmi 10. Он идет на 64 гигабайта, и ценник у него такой повыше, да, идет. Значит, что из этого выбрать? Давайте по факту. Ну вот на примере, вот здесь у нас приходится. Значит, Samsung A12 и Xiaomi Redmi 9T. Ну вот такая вот золотая середина, да, которую мы с вами хотели выбрать. Оба идут на 64 гигабайта, и тот, и другой. Оба идут 8-ядерные, и тут 8 ядер. У обоих идет 4 гигабайта оперативной памяти. Но разрешение у одного идет 1620, а у другого 2300. Зачем это нам надо? Значит, чем больше вот этот показатель, тем у вас будет плавнее картинка. Красивее и четче она будет. Это очень будет хорошо видно на видео, на играх, на фото. К тому же, если у нас камера высокого разрешения, да, там 48 мегапикселей и более, то вот этот показатель он нужен. Поэтому тут в данном случае Xiaomi, конечно, будет лучше. По камере 48, 48, 5, 2, 2, 8, 2, 2. На 3 мегапикселя будет лучше. Значит, смотрите, здесь у меня 2 камеры, а здесь уже будет 4 камеры. 4 камеры. Зачем это? 48 мегапикселей. Это у нас одна большая картинка, которая будет на экране. Следующее. 8 или там 5 мегапикселей. Это еще плюс угол обзора. Называется широкоугольная камера. 2 мегапикселя. Это портретная. Будет захватывать. И еще 2 мегапикселя. Это будет всякие эффекты подхватывать. Например, там листочек красивенький будет свисать или что-то еще. И он будет на него делать фокус еще отдельный. NFC мы с вами рассмотрели, и там есть, 4G и там. Батарейка. Значит, у Samsung 5000 мА, видите? А у Xiaomi
6000 миллиампер. То есть уже на 1000 миллиампер больше. И если мы будем чем-то заниматься, там, например, до позднего вечера без зарядки, то опять Xiaomi будет выигрывать. Я не говорю, что Samsung плохой. Просто в данном случае Xiaomi будет по характеристикам лучше. Ну и цена вопроса у него получается на сколько? На 2000 дороже. Если у вас позволяет денежные средства, то вы, конечно, рассматриваете лучше Xiaomi. Если все-таки хотите сэкономить, то рассматривайте Samsung. И давайте рассмотрим Samsung, значит, 64 гигабайта и разница 128 гигабайт. Разница получается, у нас там было 12 990, а здесь 15 990. Опять же, ну это за объем памяти, только лишь за это. Хотите 128, надо чуть доплатить. Он тоже будет в разных цветах. В разных цветах. И есть еще модель Redmi 10. У него вся фишка, все будет в том, что камера будет 50 мегапикселей. Разрешение будет чуть получше, чем у 9T, но незначительно. Но батарейка будет 5000. Зато будет исполнение дизайн, видите, какой красивый. Он будет прямо такой в цвете, в таком пурпурном и так далее, с переходиками плавными. А если брать простой 9T, где-то, он будет в таком цвете. Так вот, если брать, то я бы, наверное, рассмотрел Xiaomi. Но по выбору цветов Samsung будет лучше. В принципе, вот так. И по цене вопроса, да, вот так. Все. Надеюсь, я вам помог. Также можно будет выставлять другой ценовой диапазон из расчета того, что если, например, у вас есть 25 тысяч рублей максимальная сумма, ну и ставьте тогда 23-26, грубо. И вот в этом вот диапазоне вы уже найдете себе аппарат, также вот выбирая по характеристикам, на любом сайте, не говоря там DNS это будет, или CityLink, или кто-то еще. Главное, понимайте, что телефон вы берете для себя любимого, и вы будете этот телефон каждый раз в руку брать, каждый раз включать и говорить, блин, да почему я не доплатил денег и не взял лучше. Поэтому ориентируйтесь на это, чтобы у вас настроение никогда не падало. Не забывайте ставить лайки, комментарии, расскажите, какие у вас телефоны были в жизни, и нравится ли вам ваш аппарат, и какой бы вы хотели аппарат, или в какую сумму бы вы хотели, чтобы я вам подобрал аппарат, и я вам обязательно это сделаю. Не забывайте подписываться, вы меня этим сильно мотивируете. С вами был Кирюха, канал Мы из Краснодара. Пока-пока.